Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, какие новости и какие предполагаются движения на вечерней сессии по рублю, доллару, евро, нефти, золоту и так далее. Так, давайте начнем с календарика событий. Сегодня вышли позитивные данные и по розничным продажам в Европе, и число первичных заявок по безработице США вышло ощутимо ниже прогноза. Это позитивный момент, который говорит о чем? О том, что американская экономика, она достаточно бодро может продолжать восстанавливаться. Я, конечно, не уверен, что сейчас речь идет о восстановлении. С моей точки зрения, сейчас происходит некая консолидация, которая в конечном счете приведет к выходу либо вверх, либо вниз. Но с моей точки зрения, наверное, более вероятен выход вниз не только по Америке, а вообще в принципе по мировой экономике. Так, ну вот уровень производительности упал больше, чем ожидалось. Это не очень хорошо, но это не самый значимый параметр. Так, а вот затраты на рабочую силу выросли. Это говорит о том, что все-таки экономика, она начинает как-то раскручиваться. Ну, возможно, действительно она начинает раскручиваться. И в текущих обстоятельствах, наверное, в Америке все-таки более лучшие условия и быстрее идет восстановление, чем в Европе. Мое такое впечатление, исходя из соотношения макроэкономических данных. Но есть и другой момент. Мы, с моей точки зрения, еще не достигли вот этого дна, от которого пойдет сильнейший отбой и отскок. То есть, с моей точки зрения, пока то, что мы получили, это небольшая передышка. Конечно, бытует мнение о том, что реальная экономика, она следует за фондовым рынком. То есть рынок вырос, через 6 месяцев, там год, у каждого свои зависимости, происходит и рост экономики реальный. Но проблема всех черных ящиков заключается в том, что черный ящик, то есть когда вы, используя какие-то там 1, 2, 3 параметра, вы что-то там прогнозируете, как правило, этот прогноз не учитывает изменения фундаментальных обстоятельств. То есть он ищет корреляцию между рядом параметров. Но при этом, если вмешивается какая-то иная сила или какой-то параметр отваливается, то ваше уравнение, оно, скорее всего, даст неадекватный результат. И в этом заключается проблема всех вот этих прогнозирований. Они часто не учитывают возможные изменения фундаментальных факторов. Где-то учитывают, где-то не учитывают, но, как правило, всегда там есть моменты, которые они учесть не могут. И поэтому часто дают там пессимистичный, оптимистичный, средний прогноз и так далее и тому подобное. Вот. Итак, исходя из макроэкономических данных, все-таки идет восстановление экономики американской. Американская экономика, с моей точки зрения, сейчас восстанавливается бодрее европейской. Вот. Но есть ряд факторов, ряд признаков того, что это может быть пока еще не то восстановление, которое окончательное. Так, друзья, давайте вот посмотрим, что я в Телеграме сегодня постил. Но вот такая интересная картинка. Здесь, правда, график, он немножко не доходит до текущих времен. Но суть его, в общем-то, неизменна. То есть вот такое же расхождение, оно и продолжается по сей день. Какой смысл этой картинки? Смысл очень простой, что со временем растет то, что называется экономикой, произведенный капитал, человеческий капитал, но при этом падает природный капитал. Что это такое? Чем больше людей, чем больше развивается человечество, тем оно может произвести больше благ, больше прибавочной стоимости, но при этом падает ресурсная база, связанная с экологией и миром. Вот. На фоне вот этого люди предпринимают различные попытки уберечь окружающую среду или экологию. Очень часто это вполне обоснованные и разумные действия, но здесь надо понимать саму концепцию. Сама концепция существования человечества и развития индустриального, постиндустриального, она приводит к тому, что в окружающей среде, в экологии накапливается все больше и больше диссонанса. Чем сильнее развивается человечество, чем оно больше прирастает, тем больше нарушается баланс и тем меньше остается природных ресурсов. Очень простой пример. Зеленые технологии. Зеленые технологии, они на текущий момент борются с чем? Они борются с тем, что нарекли величайшим злом углекислый газ, либо диоксид углерода.
Почему его считают наибольшим злом? Потому что это самый огромный выброс, и он вроде как увеличивает температуру поверхности Земли из-за того, что создает эффект парника. То есть чем больше углекислого газа, тем больше тепла отражается от атмосферы, и тем больше остается тепла на Земле, увеличивается среднегодовая температура, тают ледники, затапливает страны и так далее и тому подобное. Но здесь надо четко понимать, что, конечно, такой процесс, он играет определенную роль, он имеет место быть. Но есть еще и другие вещи, которые более серьезно влияют на температуру, например, солнечная активность. То есть вот как солнечную активность учесть ее влияние на температуру поверхности Земли. Это, в общем-то, вещь, она может быть абсолютно непредсказуема. В любой момент там что-то произошло, и сильнейшая вспышка или наоборот охлаждение, и все, температура поплыла. То есть дело благое, но есть факторы, которые гораздо сильнее влияют. Потом следующий момент. Когда происходит усложнение, то есть начинают производить более сложную продукцию, там солнечные батареи, аккумуляторы, то потребление ресурсов на производство, оно растет. То есть может быть углекислый газ, его выбрасывается меньше, но при этом общий дисбаланс в природе накапливается сильнее, идет больше добычи редкоземельных элементов, там извлекается больше руды, больше строится заводов и так далее и тому подобное. И потом, спустя какое-то время, окажется, что да, там углекислый газ мы победили, но появились другие факторы, которые сейчас X, а потом они окажутся, что они повлияли на экологию гораздо сильнее, чем тот же углекислый газ. Ну, тут диалектика развития, это все непрерывно происходит. Так, ну и вот далее по поводу прогноза восстановления экономики РФ. Правительственный центр восстановления предполагает, что восстановление при самом благоприятном раскладе будет 3% роста ВВП в 2024 году. Эта величина очень маленькая. Она очень маленькая в текущих обстоятельствах для развитых стран, а для развивающихся тем более, потому что у них низкая база, соответственно, расти они должны ощутимо больше для того, чтобы выйти из кризисного состояния. Так, ну и вот еще такой график, я во втором канале запустил его, это MSCI World, мировой MSCI. Дело в том, что вот этот индекс, как растет, за ним успевает и растет быстрее него только 35% компаний. О чем это говорит? Это говорит о том, что либо те 65 процентов компаний, которые остались, они подпрыгнут, и им будет куда-то тянуться, либо о том, что разрыв будет усиливаться, эти компании, которые не успевают расти, будут банкротиться, и в конечном счете ситуация перейдет в штопор. Вот. Как оно будет на самом деле, сказать сложно, исходя из этого графика, но я все-таки думаю, этот график говорит о том, что в системе есть перекосы, а как правило, когда в системе есть перекосы, они разрешаются через какие-то экстремальные воздействия. Вот. Поэтому, наверное, здесь какой-то выход из этой ситуации будет, но он будет не совсем такой спокойный. Так, ну вот такое интересное мнение есть, что хедж-фонды доигрались с долларом. Все шортили доллар, индекс доллара, из-за этого доллар начал расти. Ну, конечно, такое может быть, но с моей точки зрения это фактор технический. Есть фундаментальная причина. Я так думаю, на текущий момент экономика Соединенных Штатов, она будет быстрее восстанавливаться Европы. И, собственно говоря, вот это движение в капитале, то, что поверили в доллар, оно как раз может быть связано именно с этим. Ну, посмотрим, если индекс доллара 91,5 пробьет и закрепится, то вполне возможно, что эта гипотеза, она рабочая. Так, друзья, давайте посмотрим американский горизонт новостей. Ну что здесь? Йеллен обещает разобраться в ситуации, возникшей по поводу акций компании StopGame и других акций. Когда Robinhood и другие брокеры, они отказывались продавать акции, вот, и часть клиентов розничных оказалась в затруднительном положении из-за этого. Вот. Ну, разбираться, конечно, стоит. Я думаю, здесь все свелось к тому, что даже если Robinhood и другие брокеры, они хотели пойти навстречу клиентам, всегда есть определенные механизмы, гарантийное обеспечение в клиринге, влияя на которые другие участники процесса могли просто не дать
никаким образом сработать ни Robinhood, ни другим брокерам. Поэтому здесь система очень сложная. Ну и, конечно, акулы Уолл-стрит, они всегда имеют определенные рычаги воздействия, так, чтобы их не сильно ободрали. Но на самом деле все вот эти проблемы, они решаются одним очень простым действием, что клиент всегда прав. Если частный инвестор попал в какую-то ситуацию по вине того, что брокер в силу там каких-то причин не смог предоставить акции, там, потому что ему клиринг ограничили или еще что-то, вот просто по умолчанию считает, что это вина брокера, и все. И никаких проблем возникать никогда не будет. Это как отрицательные цены на нефть. Все, назначается виновным биржа, брокер, и, соответственно, то есть проблема отрицательных цен на нефть, там еще на что-то, она не возникнет никогда, потому что они будут платить из своего кармана. Так, ну вот Илон Маск опять хулиганит, он какую-то собачью монетку на 60% сегодня взвинтил. Вот, то есть он написал название монетки, я так понимаю, и монетка выросла на 50 или 60%. Ну вот у меня лично первое, что приходит на ум, там у кого-то ребенок купил эту монетку, потому что она прикольная, и попросил сделать подарок на день рождения ребенку. И Илон Маска в Твиттере написать, чтобы монетка выросла. Илон Маск, добрая душа, взял и написал. Но это, разумеется, шутка и мое предположение. Так, друзья, ну вот, в общем-то, текущая ситуация, индекс доллара. Здесь идет тестирование 91,5. Это 4-часовой таймфрейм. Вот, соответственно, пробитие этого уровня и закрепление с высокой степенью вероятности будет означать дальнейший рост индекса доллара. Но здесь есть определенные раскорреляции. Индекс доллара растет, но это не значит, что все будет падать. По логике вещей все должно падать, потому что рост индекса доллара это фактически риск-офф. Но на текущий момент, поскольку масса раскорреляций появилась в системе, мы можем наблюдать много удивительных явлений. Например, индекс доллара будет расти, и какие-то рынки тоже будут расти. Такое вполне возможно. Но золото, скорее всего, расти не будет. Когда растет индекс доллара, золото не растет. Так, далее S&P, 4-часовой таймфрейм. Но здесь, видите, мы поконсолидировались, и сейчас он пошел расти. То есть текущее движение это попытка переписать исторический хай, который был ранее достигнут. Соответственно, здесь ничего страшного не происходит. Либо проторговка, либо рост в том случае, если удерживается уровень 3810-3800. Вот здесь есть некая демаркационная линия, которая, если удерживается, то индекс доллара будет либо расти, либо болтаться в этом боковике. Так, ну индекс волатильности VIX, он на удивление вообще как бы падает и падает. Даже вот прямо парадокс. Я, по-моему, на моей памяти первый раз такой, если я, конечно, не ошибаюсь, что индекс доллара растет, а VIX падает. Ну да ладно, что-то когда-то бывает впервые. Так, ну все, мы сейчас на текущий момент ушли назад в эту область 21,5-27. Пока в ней находимся, то по идее рынки акций, фондовые рынки должны чувствовать себя хорошо и тепло. Как оно будет на самом деле, посмотрим, потому что тут что-то какой-то сплошной яролаж идет и раскорреляция одних параметров с другими. Так, друзья, далее нефть Brent, часовой таймфрейм. Здесь коррекционный откат на 57,5 не прошел. То есть все произошло гораздо раньше. Сходили на 58, из 58 пошел отскок. Это говорит о том, что все-таки достаточно ощутимо идет растущий тренд, он пока не ломается. Попытка, которая здесь была, судя по всему, успехом не увенчалась. Вот, и поэтому у нас отсюда развивается сейчас движение, цель его будет потестить 59 и сходить на 60 плюс. Ну, соответственно, вот это бодрое движение, оно не произойдет в том случае, если сейчас пойдет повторный откат и пробитие 50, 57,8, 57,6 вот этого диапазона. Вот. Но на текущий момент вероятность такого процесса невысока. Скорее всего, либо будет сейчас консолидация в диапазоне 59, 58,4, либо тестирование на пробой 59 и уход на 60. Так, друзья, далее золото. Золото сегодня, конечно, нежданчик подготовило. Недельный таймфрейм здесь. Вот. Но немножко не допадали. То есть я вообще предполагал, что сегодня будет отбой рост. Но
загад не бывает, к сожалению, богат. То есть, видите, вот золото, оно, поскольку у него есть такая особенность, с одной стороны, взаимосвязь с индексом доллара. Если индекс доллара растет, то, к сожалению, оно падает. С другой стороны, исторически считается, что золото, оно очень манипулятивно. И есть определенные центры влияния, которые двигают цены на золото. Не знаю, насколько это правда, но движения порой бывают очень резкие. Не сказать, что непредсказуемые, но они бывают немножко не в том направлении, в котором предполагается, что будет движение. Но во всяком случае, я вот с этим сталкивался несколько раз. Вот, разумеется, если вы ставите стопы и контролируете риски, ничего страшного нет. Но небольшой убыток и все. Вот, который потом с лихвой компенсируется. Вот. Но если, конечно, здесь не ставить стопы в такой ситуации, то последствия могут быть очень неприятными. Так, переходя к дневному таймфрейму по золоту, вполне возможно, что мы уже допадали. Мы уже допадали, но есть еще возможность для движения, и цель движения это 1766. Вот здесь, сейчас мы посмотрим более короткие таймфреймы. Может быть, разворот будет отсюда, может быть, и разворот будет после движения вот сюда куда-то пониже. Так, ну и вот переходя к часовому таймфрейму, здесь у нас произошел сейчас разворот. И в том случае, если не будет повторного тестирования 1784, то мы отсюда пойдем расти. И, соответственно, цель движения ближайшая, вот эта линия 1807-1804, вот этот диапазончик. Вот. Если мы сейчас идем вниз, если вот это движение не происходит и осуществляется пробитие 1784, то в этой ситуации у нас следующая цель движения будет в районе 1766. Пока здесь есть все основания для разворота, вот, но если индекс доллара продолжит свое очень резкое восхождение, то как бы на золото будет с этой стороны оказываться давление. Хотя я сейчас подумаю, наверное, я со стопом золота, возможно, на вечер возьму сейчас. Так, друзья, далее евро-доллар. Но здесь что я могу сказать? Портал движения на 1,1852 открылся. То есть, если мы сегодня на 1,2 не затягиваемся, то высока вероятность того, что развивается дальнейшее движение вниз. И первая цель движения это 1,1852. Вот сюда вот. Так, ну и переходя к часовику, пока здесь нету разворотной формации, которая указывала бы на то, что вот это снижение, которое шло, оно останавливается и будет разворот. То есть я здесь подтверждения не вижу, и поэтому вполне возможно, что движение либо оно где-то застопорится и начнется проторговка в районе 1,1950, либо пойдет дальнейшее скатывание на 1,1852. Так, друзья, далее рубль-доллар. Ну, смотрите, там сейчас у нас ситуация очень непростая, потому что называется, со всех сторон. С одной стороны растет нефть, с другой стороны падает евро и укрепляется доллар, с другой стороны геополитические риски. Вот, поэтому я думаю, сейчас наиболее вероятно это боковик по рубль-доллар. Верхняя граница 76,2, вот здесь она находится повыше, это часовой таймфрейм. А нижняя граница вот у нас 75,3, 75,2. На текущий момент, если не будет отката и пробития 75,5, я думаю, вот это движение, которое сейчас идет, оно должно сегодня нас привести куда-то на 75,9, 75,95. Вот. Но здесь, поскольку очень много противоборствующих сил, я думаю, все-таки боковик. Вот этот боковик от 75,2 до 76,2. Вот. Ну и соответственно сейчас, я думаю, более вероятно движение на 75,95. Все, друзья, основные инструменты. Спасибо за внимание. Удачи!